Здравствуйте, уважаемые рукодельницы, гости моего канала. В данном видеоуроке мы с вами вяжем вот такой вот коврик. Это не обычные столбики с накидом и не полустолбики с накидом. Это что-то наподобие узора паркет елочка, только назовем его как бы полупаркет. Смотрите, как выглядят столбики. Да, круг идеально держит форму. У меня здесь это еще не довязанный коврик, но просто я вам показываю, что для такого коврика даже влажно-тепловая обработка не понадобится, потому что он плотный, хотя мы вяжем из шнурочка 3 миллиметра. Он, смотрите, как смотрятся вот эти вот красиво полосочки. И нигде не видно, где я перехожу на другой цвет, да, то есть в данном видеоуроке я вам покажу, как вязать такой узор, как вязать идеальный круг таким узором, как переходить на новый ряд, чтобы не было видно переходов, и как менять шнур. Понятно, я не буду вязать в данном видеоуроке весь ковер, я просто свяжу несколько рядов и расскажу принцип вязания дальше. Так, смотрите, вязать мы будем из шнурочка, плоский у меня шнурочек, 3 миллиметра. Использовать два цвета. Вот, это темный цвет и вот такой вот бежевый светлый цвет. Вязать будем крючком номер 4. Итак, приступаем сразу к вязанию. Делаем колечко. Заводим крючок, захватываем наш шнур, провязали одну петельку, сразу же провязываем сюда вторую и воздушная петля. Это у нас искусственный столбик с одним накидом. Я их вяжу так. Так, в первый круг мы будем провязывать 12 столбиков. Я их просто буду называть столбики, потому что это не столбик с накидом, это не полустолбик. Смотрите, сами поймете. Захватываю вот эту ниточку, то есть накид я не делала. Ныряю. 3 петли на крючке у меня. Провязываю сначала 2, потом еще раз 2. То есть назвать это ни столбиком с накидом, ни полустолбиком с накидом я не могу. Просто будем называть их столбики. Так, далее. Третий столбик, четвертый. Вот эти такие столбики, смотрите, какие они красивые полосочки образовывают. Пятый, шестой. Так, считаем вместе с первым. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Всего должно быть 12. 7, 8. Можно подтянуть наше колечко. 9, 10, 11 и 12. Так, вот это наш первый ряд. Стягиваем, сильно стягиваем наш шнурочек. Итак, первый ряд мы провязали. А теперь на данном этапе, так как у нас ковер будет полосатым, мы должны ввести новую ниточку, новый шнур. Да? Здесь у нас получается 12 столбиков. Смотрите, что делаем. Распускаем вот эту последнюю петельку и берем шнур другого цвета. Последнюю петельку провязываем этим цветом. Так, теперь смотрите, вот у нас первая наша искусственная, вот этот первый столбик искусственный. 1, 2, 3. Да? Нам нужна четвертая вот эта петелька. Ну, если считать вот прям с самого начала. 1, 2, 3. Вот так вот четвертая. Чтобы себя правильно проверить, вы просчитайте потом вот эти. Ну, сейчас я покажу, как мы это делаем. Вытягиваем вот эту петельку и
вот сюда. Так, мы протягиваем. Мы протягиваем эту петлю, делаем ее длинной. Все хвостики подтянули. Кстати, этот хвостик можно ввязать. Так. Вот так вот вытягиваем эту петельку и заводим ее еще раз. Ой, будем вязать светлым цветом, не забываем. Так, хвостик вяжем. Заводим ее еще раз. Вот она у нас с изнаночной стороны, да. Заводим ее еще раз, чтобы захватить ниточку светлого цвета. Провязываем раз и делаем воздушную петлю. Так, и теперь, как себя проверить? У нас должно образоваться вот 12 вот таких косичек, учитывая вот эту вот косичку светлого цвета. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Все эти 12 косичек мы далее провяжем уже во втором ряду. По правилу идеального круга, если в первом ряду мы вязали 12 столбиков, да, то второй ряд, каждый второй, третий, четвертый, каждый последующий ряд у нас увеличивается на 12 столбиков. То есть теперь, чтобы в этом ряду у нас получилось 24 столбика, мы под каждую косичку провяжем по 2 столбика. Вот таким вот образом мы их провязываем. Второй мы сюда уже провязали. Идем под следующую косичку. Провязываем. Хвостик сразу ввязываю. Третий. Четвертый столбик под следующую косичку, пятый, шестой и так далее. То есть в этом ряду у нас их должно быть 24. Смотрите, как смотрится узор. Вяжите самостоятельно под каждую косичку по 2 вот таких вот столбика. Подходя к концу второго ряда, я вам покажу, как закрыть ряд. Итак, смотрите, у нас провязано, мы провязали, у меня сейчас провязано 20 столбиков, у меня остается 2 вот эти вот петельки. Вот эту мы тоже учитываем другого цвета. Мы ее будем провязывать и таким образом, чтобы она не была видна, чтобы каждый ряд начинался красиво, по-новому. Так, смотрите. Провязываем 21, 22 и остается еще 2 столбика под вот эту вот косичку. Но мы, когда будем их провязывать, мы захватываем не вот это все, да, тогда здесь у нас получается такая большая дырочка. Мы вот эту последнюю петельку захватываем, вот эту петлю, и только вот так вот, скажем, здесь спереди полупетлю. Раз провязали. И 2. Так, и здесь мы меняем цвет. Вот таким образом полупетлю, чтобы второй ряд у нас красиво ложился. Если бы мы захватили еще вот эту вот часть, да, у нас бы здесь большая такая дырочка образовалась. Можете попробовать. Я уже пробовала. Так, закрываем другим цветом. Вытягиваем эту петельку. И считаем. Считаем вот эту самую первую. Раз, два, три. Идем под четвертую косичку, которая у нас отделяет первый столбик от второго столбика. Вытягиваем эту петельку. Да, вытянули. Еще раз заводим крючок. Еще раз сюда вытягиваем одну петлю, провязываем 2 вместе. И еще одну воздушную петельку. Вот так мы сформировали. В следующем ряду, во втором ряду у нас получилось 24 таких вот столбика. Третий ряд у нас снова должен увеличиться на 12 столбиков. Только теперь расстояние между прибавками будет в 1 столбик. Если мы в предыдущем ряду делали прибавки под каждую косичку, теперь мы будем делать прибавка, 1 столбик без прибавки и снова прибавка. Давайте вот в первый мы сделаем прибавку. То есть мы сюда провязали 2 столбика.
Следующий мы провязываем одинарный. Следующий снова у нас идет прибавка. И вот таким образом мы чередуем, чтобы в третьем ряду получить 36 столбиков. Просто столбики называю. Раз. Два. Чередуем прибавка, одинарный столбик, прибавка, одинарный. Довязываем до конца. Я вам еще раз покажу, как мы делаем переход. Так, довязываем третий ряд. Смотрите, тут очень хорошо видно, где у нас мы провязали один столбик, где у нас была прибавка. Прибавка 1, 1, прибавка. То есть вы не запутаетесь. Да? Далее, смотрите, в следующем мы провязываем прибавку, то есть 2 столбика в одну петлю. И остается у нас последняя петелька. Так как здесь прибавка, здесь в начале прибавка, то логично, что это будет одинарный столбик. И опять же напоминаю, что я захватываю только вот эту первую полупетлю. Я не лезу вглубь, и вот это вот я не захватываю, дабы здесь не было большой дырочки. Провязываем 2. Последнюю мы меняем ниточку на другой цвет. Вытягиваем эту петельку. Считаем 1, 2, 3. И вот эта косичка, которая соединяет 2 столбика. С изнаночной стороны мы захватываем. Подтянули. Вот эта петелька. Еще раз ныряем сюда же, вытягиваем вторую. Раз провязали, 1 воздушная петля. Далее по правилу идеального круга между прибавками у нас будет 2 одинарных столбика. То есть если в третьем ряду у нас было 36 столбиков, то в четвертом ряду у нас каждый ряд у нас увеличивается на 12 столбиков. Это у нас будет 48 столбиков. Да, и расстояние между прибавками у нас уже будет 2 столбика. Смотрите, так как в предыдущем ряду я как делаю прибавки? В предыдущем ряду мы вот сюда провязывали прибавку, здесь одинарная была петелька, то здесь я сначала провяжу один одинарный столбик, в следующую петлю второй одинарный столбик, а там, где не было прибавки в предыдущем ряду, да, я сделаю прибавку. Раз, и второй сюда. То есть расстояние между прибавками, то есть у нас должно быть по 2 одинарных столбика. Раз, 2. И сюда прибавка. Вот таким вот образом. А следующий ряд по правилу идеального круга тоже увеличивается на 12 столбиков. И там уже расстояние между прибавками 3 одинарных столбика. Вот я вам покажу на этом своем недовязанном коврике, да. Смотрите, вот наш 1, 2, 3, 4, 5 ряд. Здесь уже у меня расстояние между прибавками 3 столбика. Я в начале, вот это у меня начало, провязываю 1, 2, 3 одинарных и делаю прибавку. То есть смотрю так, чтобы моя прибавка не ложилась на прибавку предыдущего ряда. И дальше снова у меня 1, 2, 3 прибавка, 1, 2, 3 прибавка. Так, 6 ряд. Здесь у нас уже расстояние между прибавками 4 столбика. Я провязываю одинарный столбик. Далее смотрю, у меня здесь не было никаких прибавок, делаю прибавку и 1, 2, 3, 4 одинарных, прибавка, 1, 2, 3, 4 одинарных, прибавка. Но так как я в начале провязала 1 одинарный, то моя работа должна закончиться 1, 2, 3 3 одинарными. Да? И по количеству каждый ряд вы смотрите, чтобы у вас каждый ряд увеличивался ровно на 12 столбиков. Следующий ряд давайте тоже разберем. Здесь у нас расстояние уже 5
между прибавками 5 одинарных столбиков. 1, 2, 3. Я их сразу вначале провязываю. Вот 1, 2, 3, 4, 5. Потому что я посмотрела, что прибавка у меня будет ложиться на одинарный столбик. Делаю прибавку. 1, 2, 3, 4, 5. Прибавка. Соответственно, вязание у меня вот этот ряд заканчивается, так как шли одинарные, то заканчивается прибавкой здесь. Следующий ряд, уже расстояние у меня между прибавками 6. Так, я провязываю 1, 2, 3 одинарных столбика. Смотрю, что над этим столбиком не было прибавок. Делаю прибавку. И далее вяжу 1, 2, 3, 4, 5, 6 одинарных прибавка. 6 одинарных прибавка. Так как начинала с 3 столбиков, довязывая тоже. Вот у меня была прибавка 1, 2, 3 одинарных и так далее. То есть вы вяжете круг такой, как вам необходим, увеличивая каждый ряд на 12 столбиков. И каждый ряд расстояние между прибавками у нас увеличивается на 1 столбик. Было 5, потом 6, 7, 8, 9, 10 и так далее. Я еще раз показываю, что я эти прибавки делаю в хаотичном порядке. То есть имейте в виду, что видите, круг получается ровным. Так как у меня прибавка нового ряда, да, не ложится на прибавку предыдущего ряда. Итак, довязываю я свой коврик. Связала я 33 ряда. С 1 по 33 ряд я чередовала цвета, да, светлый и темный, а уже последние 7 рядов вязала только темным цветом. Итого в диаметре он у меня получается 99 сантиметров. И сейчас последний 34 ряд мы сделаем обвязку. Так, провязали 33, заводим крючок с изнаночной стороны, вытягиваем петельку. Крючок заводим в следующую, под следующую косичку, захватываем эту петельку и протягиваем шнур. Будем делать просто обвязку соединительными петельками. Вытянули. И далее по всему нашему коврику, не стягивая петельки, чтобы наш коврик не стягивался, вот таким образом провязываем косичку. Это наш 34 ряд. Смотрите, просто уплотнить наши края и сделать их более красивыми. Под каждую косичку просто соединительную петельку. Да? Вяжем по всему кругу. Я вам покажу, как закончить этот 34 ряд. Итак, довязываем 34 ряд. Это наша обвязка. Вытянули петельку. Смотрите, вот здесь мы начинали вязание, да, нашу петельку. То есть вот эту вот мы как бы пропускаем. Хвостик я уже обрезала свой шнур. Вытягиваем теперь и делаем последнюю искусственную петельку. Вот таким вот образом. Я уже много раз показывала в своих уроках. Дабы не видно было никакого перехода. Далее крючок продеваем, чтобы вот здесь вот захватить нашу ниточку. И вытягиваем на изнаночную сторону. Все вот так вот выровняли и хвостик спрятали. Вот здесь вот, где у нас переход на новый ряд, можно немножко пройтись паром, да, хотя перехода как такового в принципе и нет. Коврик идеально держит форму, он круглый, да, то есть его не надо специально растягивать. Именно такое количество набранных петель, именно вот этот узор интересный, он дает такую вот рельефность, то есть будет прекрасный массаж ножкам. Итак, в описании оставлю количество, сколько у меня ушло одного другого цвета, где я приобретала шнур, еще коврик. Необходимо будет обработать либо латексным молочком, чтобы он не скользил, либо купить специальную подложку. Опять же, все это можно купить на Вайлдберрис. Вот. Так что, если вам был понятен мой
мастер-класс. Если вам понравилось мое видео, ставьте, пожалуйста, ваши лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!